Значит, еще раз добрый день. У нас, можно сказать, последняя суббота мая. Скоро начнется лето. И вот эти весенние денечки мы проводим опять вместе с возможностью повзаимодействовать на дальнем расстоянии. Ну, опять же, у нас есть возможность взаимодействовать со структурами светлиц, которые у нас сейчас подключены к этому каналу. То есть, в частности, все, кто подключился к системе Бионет, они могут взаимодействовать со структурой Бионета. И одновременно мы здесь сейчас взаимодействуем со структурой Блага, которая транслируется через этот монитор. Мы можем настроиться на эту структуру, ощутить ее поток, вот этих благ, которые к нам идут. Ну, их можно отличать, как что-то идет нам от экрана, или можно, наоборот, просто поток благ сверху вниз. У кого как это вызывает какие-то ощущения, по-разному могут быть. Значит, что мы сегодня еще давайте попробуем разобрать. Разобрать предыдущее наше занятие, потому что оно у нас скомканно получилось. Во-первых, мало времени было, во-вторых, много событий как бы сразу одновременно. Поэтому давайте мы вернемся к тому алгоритму, с которого мы начинали работы со структурами светлиц. То есть он у нас заключается в следующем, что мы можем выстроить отношения со светлицами не просто пассивные, когда мы положили в карман, что-то происходит, что-то делается, они сами по себе работают, и при этом какие-то структуры времени восстанавливаются, и какая-то зачистка жидкого кристалла происходит. То есть это вот как бы работа в пассивном режиме, она идет на самом деле нормально, происходят какие-то события автоматически, и вот эта вся работа, она на самом деле фиксируется или аппаратурно, или наблюдениями. Ну, в частности, вот мы сейчас поставили отзыв, я выставил Андрея Кабанкова, который долго мучился со своим аквариумом, всячески его пытался вычищать там и так далее, потому что он год у него не мог никак с ним ничего сладить из-за того, что он засорился сильно. И ничего не получалось, да, то есть, когда он положил светлицу, то есть буквально через несколько дней вода начала светлеть, и за неделю он очистился. Что произошло? То есть за счет восстановления вот этой структуры жидкого кристалла этой воды, процессы, какие там должны были происходить в биоценозе этого аквариума, нормализовались, наладилось отношение между этими живыми сообществами, которые там живут в этом аквариуме, и мы видим совершенно другую картину. То же самое происходит с людьми. То есть человек начинает пользоваться структурами светлиц, он начинает восстанавливать свою структуру жидкого кристалла, потому что мы все в основном из воды состоим. 99% молекул в нашем организме – это молекулы воды. Поэтому структура жидкого кристалла восстанавливается, он просветляется, свет из внешнего мира или из Бионета начинает к нам входить в этот жидкий кристалл, мы начинаем воспринимать то, что раньше было недоступно для восприятия. Это как бы первая фаза перехода в режим биолазера. Мы к нему будем возвращаться, будем о нем говорить, но как бы мы сейчас только вот о биокристалличности как бы поговорим. Вот. Значит, чтобы начать нормально взаимодействовать с миром, надо, чтобы свет в нас входил. Да? То есть, поэтому светлицы, в первую очередь, они помогают вот этому восстановлению структур для того, чтобы свет из этого внешнего мира мы все-таки в себя впускали, а не выстраивали какие-то вот границы, которые нас разделяют и не дают нормально взаимодействовать. Вот. Но есть еще вот другой режим работы со светлицами, режим активный, когда мы выстраиваем некое действие для решения тех или наших каких-то задач, движения более эффективным к целям каким-то, построению каких-то проектов, отстройки и так далее. Ну, в частности, структура блага, она работает на достаточно больших промежутках времени, тактических промежутках времени. Это выстраивание тактических событий, да, то есть выстраивание каких-то способов получения тех или иных благ для того, чтобы мы могли решать какие-то свои собственные задачи и проблемы. Поэтому
со структурой блага ну, сложнее видеть, как это, что меняется, когда идет работа, потому что процессы во времени достаточно сильно растянуты, и мы можем не понять, что-то хорошее произошло или не произошло. Или это оно и так бы случилось, или вот потому что благодаря тому, что структура есть, из-за того, что события произошли вот таким образом, мы будем считать, что это наиболее благоприятный способ разрешения этих событий. В силу этого нет, ну, какую-то обратную связь нам надо получать. Значит, поэтому давайте вот вернемся к алгоритму взаимодействия в активном режиме со структурами. Значит, там 4 пункта мы говорили, да? То есть первый у нас это пункт сформировать мечту, фантазию, цель, задачу. То есть мы можем по-разному формировать, мы можем конкретику говорить, вот у нас такая-то цель, мы к ней движемся, для этого мы сейчас будем какие-то активные действия предпринимать. Если мы знаем, какие действия, да, то есть мы можем сформулировать эти действия и делать. Поэтому вот второй пункт – это сформулировать имитационную модель. В каком случае надо имитационную модель формулировать? Ну, когда мы не знаем, что надо делать. То есть мы тогда пытаемся сделать имитацию. То есть мы пытаемся на структурном уровне пытаться решать эту задачу. Потому что вот цель-то есть, а вот как к ней двигаться, ну, совершенно непонятно. Ну, тогда можно попробовать вот эту имитационную модель сделать. Мы вот рассматриваем здесь различные имитационные модели, связанные с тем, что мы все время с миром структур взаимодействуем, но это взаимодействие не очень-то сильно ощущаем. Да? Поэтому мы говорим, вот у нас одна из моделей, это модель двух реальностей, да, то есть реальности структур и той реальности, в которую мы погружены, это компьютерная модель. То есть у нас есть процессор, в котором работают программы, это мир структур, и вот монитор, в котором все это отображается, это вот у нас мир, та реальность, которую мы видим. Да? То есть, но как нам ее выстроить, эту вот имитационную модель, в том, чтобы мы могли убедиться? Да? Тогда мы говорим, вот у нас есть такая технология эксперт-операторных взаимодействий, которую разработал Борис Евгеньевич Золотов. Но эта технология на самом деле отражает работу или взаимодействие всех живых существ. То есть все взаимодействуют именно по этому принципу. То есть когда идет взаимодействие на уровне светов, то что происходит? То тогда один является оператором, как задатчиком, например, движения или каких-то действий для второй системы, а другая система выступает в роли эксперта, как мира вот реальности, да, то есть это проявляет вот эти заданные оператором движения в своих действиях. Но движение не обязательно движение тела, это могут быть движения разума, движения души, и в силу этого не всегда это может быть наглядно и видно. Вот. И третье, начать действовать. Вот мы в рамках вот этой модели действовали в прошлый раз. Да? То есть у нас мы все поставили какие-то цели и задачи, и нам что надо было сделать? Некий сформировать универсальный свет, который бы соответствовал всем этим поставленным задачам, ну, как единая структура. Да, то есть для этого мы воспользовались вот поводом, что у нас есть день рождения, и в рамках этого дня рождения, как такое событие, которое, может быть, нужно для всех, попробовали организовать такое взаимодействие. И задача стояла какая? Задача стояла сформировать новое время для вот реализации вот наших целей и задач. Как время удачи. То есть вот не удается никак сделать нам что-то, нашу цель достичь, да, то есть не получается, но мы можем в рамках имитационной модели попробовать это время сформировать за счет вот эксперт-операторных взаимодействий. Тогда у нас оператором был именинник, то есть Галя Гаева у нас была оператором этого всего процесса, да, то есть как бы она задавала вот ту волну световую, которая в дальнейшем отображалась в действиях тех, кто делал творческие подарки. Почему о творческих подарках мы говорим? Ну, потому что если мы хотим сформировать новое время жизни, это должно быть что-то новое. И только в творческих процессах мы можем рождать что-то новое, как новый свет, которого еще не было. Но в силу того, что каждый свое делал, да, то есть как бы вроде бы решал свою собственную задачу, но так как у нас был общий оператор и общее событие, связанное с днем рождения, с рождением нового дня, с рождением нового света, фактически каждый вкладывал какую-то
копилочку, вот в эту, как пазл, свой творческий подарок. В результате мы получили некую общую картину. Да, то есть дальше у нас вот что мы? Ну, получили. И хорошо ли это или плохо, как бы мы не можем понять, потому что, ну, мы видим, что, конечно, есть несовершенство в наших подарках, потому что они не абсолютно, как бы мы их, может быть, в чем-то и не репетировали, а в чем-то, что мы пытались сформировать, не всегда все гладко получается. Но, тем не менее, достаточно интересные были состояния, потому что они явно менялись, да, вот в лучшую сторону. Я в качестве примера вот зачитаю информацию Наташи Зайцевой. Она написала, но я что-то пока не стали мы ее выставлять. Я поэтому кратенько ее впечатления о вебинаре. То есть там были впечатления других людей тоже, которые там писали у нас в чате. Но я вот в частности Во время вебинара начал вычерчиваться круг, разделенный на сектора. В каждом секторе звезда Соломона. Круг вращается, я вижу это колесо сансары. После вебинара. Этот вихреподобно вращающийся круг приближается, а мы впрыгиваем в него. Вся эта конструкция напоминает колесо обозрения. Я нахожусь внутри колеса, сижу на своем месте, рядом со мной пустое место. Летим, мимо проносятся времена и пространство. Колесо вращается и одновременно движется из прошлого в будущее с очень большой скоростью. Летим дальше, скорость вращения увеличивается. Уходим в другой временной континуум. Временная принадлежность всегда буду, везде и всюду. Рядом садится Галина и летим. Колесо резко преобразилось из обычного колеса, похожего на колесо обозрения, оно стало многомерным. То есть каждый из секторов стал многомерным, каждая мерность вращается и перемещается в пространстве в своем направлении со своей скоростью. Похоже на карусель. Многомерность наподобие кубика Рубика, в которой каждый цветовой кубик вращается в разных плоскостях, в разных направлениях и с разной скоростью. Мы все участники вебинара летим в разных временных континуумах и в разных пространствах. Останавливаемся, выходим. Планета Земля, дом. Только очень яркая, очень живописная, наполненная жизнью, солнцем, очень красочная. Огромные высокие растения, ярко-зеленые листья, толстые, сочные, большие цветы, похожие на цветы вишни, яблони с огромными белыми лепестками и крупными тычинками. Из цветов сочится нектар, сладкий, густой, как мед. Воздух наполнен потрясающим ароматом цветов, огромных кустов, густой травы. Свежий, пряный, тягучий, как сок. Этот воздух, как глоток холодной воды в знойной пустыне, наполненной любовью, нежностью, светом и благодатью, животворящий воздух. Ну, как бы дальше не будем терять время. То есть вот есть пример такое впечатление. Ну, как картинка, которая получилась в результате того, что вот такое событие произошло. Поэтому четвертый пункт у нас, как бы вот это, набраться терпения, отмечать положительные моменты, знаки, свидетельствующие о движении в нужном направлении. Что значит знаки? Значит, знаки знаком рознь. Да? То есть, вот есть такой анекдот. Маша, она очень не верила во всякие знаки, и поэтому у нее отобрали права. То есть, верим мы или не верим в знаки, они все равно есть. Да? То есть мы в этом мире являемся неким отображением каких-то процессов. Но процессы эти общие, они не только там для нас идут, они для всех. И поэтому мы в этих, если процессы хорошо вписываемся в эту реальность, то мы можем по внешним событиям, по внешним каким-то признакам, а может быть по внутренним состояниям, отслеживать, что же произошло, как это все можно оценивать. Ну, одно из направлений отслеживания внутренних состояний. Да? То есть вот что-то произошло, что у меня внутри от этого. Да? То есть стало ли мне легче, стало ли мне лучше. И в принципе все вот это действие направлено на то, чтобы изменить внутреннее состояние, чтобы оно стало более приподнятым, вдохновленным и так далее. Да? То есть чтобы мы могли за счет формирования вот этого общего света получить, да, новый дух, который бы мог нас уже дальше как-то куда-то двигать, помогать нам реализовываться в этом мире. И поэтому мы говорили о удаче и успехе как разных на самом деле событиях. Да? То есть почему? Ну, потому что
Понятие удачи — это когда появление какого-то события, которого, ну, не должно было быть. Говорят, ну, как удачно все повернулось, да, то есть вроде как ничего не предвещало, и вдруг раз, и сложилось. Можно наблюдать за вот такими событиями, когда, ну, вдруг неожиданно что-то стало происходить, то, что вроде бы никак раньше не могло быть. Почему? Ну, появилось вот это время удачи. Оно сформировалось, ну и значит, если у нас какие-то события вокруг чудесные начинают возникать, можно говорить, что да, произошло что-то хорошее, правильное, и мы сделали, в общем-то, правильное дело. Но почему нам это важно? Ну, потому что если мы начинаем обращать на это внимание, то мы тем самым это усиливаем. Да? То есть вот мы говорим, да, то есть вот погода, допустим, облака на небе, а нам надо, чтобы солнышко выглянуло. Находим где-то вот кусочек, хоть какое-то просветление, пальцем туда показываем и говорим, надо вот так, чтобы было. Да? То есть мы как бы обращаем внимание на вот это событие, чтобы оно вот такое было. Если мы также вокруг себя начинаем обращать внимание на какие-то положительные события вокруг, мы начинаем усиливать вот то, что у нас произошло. Вот эту роль на самом деле еще выполняют ключи к картам блага. Да, то есть карты блага, они нам позволяют расширять поле событий, да, то есть создавать зоны как бы неведомого туда, куда мы еще не ходили, и мы можем туда ходить и выстраивать там события. А ключи создают условия для усиления, для ускорения потока благ. За счет чего? За счет вот этой положительной обратной связи между исходящим потоком и входящим потоком. Поэтому мы рекомендуем вот эти ключи периодически приобретать для того, чтобы вы скорость потока благ, который к вам идет, могли ускорять. Потому что иногда бывает так, что да, расширили. Но скорость потока такая маленькая, что это расширение, оно почти ничего не дало. Потому что новые события вы выстраиваете, а они не приносят вот того потока, который вам необходим. Поэтому ускорение с помощью ключей может часто как бы качественно изменить ситуацию. Ту же самую роль мы можем использовать вот эти знаки. Поэтому знаки могут быть какие? Как вот знаки обычные дорожные, могут быть предупреждающие, да? Могут быть рекомендующие, да, то есть могут быть запрещающие. Вот. Но мы запрещающие знаки как бы не обращаем внимания, потому что для нас ничего запретного нету, да, то есть как бы вот. Но мы должны только, конечно, чувствовать, если нас что-то начинает напрягать, но надо туда не лезть, да, то есть надо как бы вот посмотреть, стоит ли нам ввязываться в те или иные события, которые для нас вызывают какие-то неприятные ситуации, ощущения. Потому что чаще всего надо смотреть не только во внешний мир, но и во внутренний. Да, то есть, что нам хорошо нам становится от этого или нехорошо. Но иногда бывают знаки, которые приводят к вроде бы как нам стало не очень хорошо. Почему? Ну, какое-то вот томление, чего-то вот, что-то вот, какая-то неудовлетворенность, чего-то вот сейчас вот чувствую, назревает что-то, но никак не могу понять, что. Это тоже может быть иногда хорошо, потому что вот мы еще позапрошлый раз рассматривали вопрос переходов из одного состояния в другое. Да, то есть из одного было одно состояние системы, стало другое состояние системы. И очень часто, когда вот такой переход начинается, возникает вот такое состояние неопределенности. Старое состояние уже исчезло, а новое еще не построилось. Но это тоже как бы научиться такие надо состояния различать и не считать, что только все хорошее внутри может быть свидетельствует, если чуть-чуть что-то не так стало где-то внутри, все, караул, значит, надо спасаться, убегать и прятаться. Лайтман, когда говорит, они Каббалу изучали, говорит, что когда они разбирали вот всякие там вот эти вот знаковые всякие события и прочее, то есть это как некие знания, и они вот переходили из каких-то вот состояний одних в другое. И периодически возникало состояние, что всех хотелось поубивать, которые там находятся. То есть, как бы, ну, просто раздражение такое, да, то есть и у него что-то вот внутри выстраивается, никак не выстроится, и от этого возникает вот такое раздражение относительно тех людей, которые нас окружают. Но если это состояние легко преодолевается, то есть важно в нем не зависнуть. Иногда вот бывает, что человек вдруг ощущает такое состояние, начинает убегать и прятаться, и в этом состоянии зависает. А тут, возможно, наоборот, когда мы
вот групповые взаимодействия могут организовать в общей энергетике, очень легко тогда проскочить вот эти неприятные состояния, перейти в другое состояние, состояние ухода вот этих вот катастроф, от каких-то неблагоприятных течений обстоятельств. Вот, поэтому что может быть знаком, да? То есть знак, опять же, не обязательно может быть одинаков для всех. Ну вот люди, когда какие-то события рассматривают, потом постепенно вот знаки тоже они отмечают, а вот был такой-то знак. И связывают эти события, которые произошли, с благоприятным или неблагоприятным ходом событий. И вот, например, там, это превращается в некую примету. И приметы начинают догматизировать. Например, вот черная кошка дорогу перебежала. Да? То есть считается, что это к чему-то неудачному. А вот в Англии там наоборот, у них, если черная кошка дорогу перебежала, это хорошо. Да, то есть почему? А там вот с этим связали совсем другой определенный смысл. Поэтому смыслы могут быть совершенно противоположные для разных людей. Одного и того же события, и интерпретации этих знаков. Поэтому событийность внешнего мира, мы ее отмечаем, и с ней можем создать свой алфавит знаков. Да, то есть вот и будем считать, что это если что-то появляется во внешнем мире, какое-то событие, значит, это для нас хорошо. А вот если другое появляется, это может быть... Вот, а вот на отрицательные знаки как раз мы не обращаем внимания. Почему? Потому что если мы будем обращать на отрицательные знаки, мы их тоже усиливаем. Да? То есть мы вот эту отрицательную тенденцию можем себе усилить. Поэтому мы рассматриваем только положительное. То есть только все, что не делается, все к лучшему. Поэтому берем любое внешнее событие и можем его интерпретировать как знак. И оно начинает усиливаться у нас в разных проявлениях. И наблюдаем. Если, ну, вот, например, всеобщий положительный знак – это появление радуги, да, на небе. Вот что-то произошло, и вдруг, опа, радуга. Ну, отличный знак. Можно сказать, внешние силы нам просигнализировали, что все хорошо, все правильно. Верная дорога идете, товарищи. Но мы же понимаем, что мы не всегда все делаем правильно. Да? То есть какие-то вещи мы можем делать и неправильно. Но понятие правильно-неправильно – это чисто субъективная такая штука. Для внешнего мира это никак оно не может быть не связано. Почему? Ну, потому что для нас отображение вот этих вот структур мы оцениваем через свою, да, меру. То есть вот к нам что-то пришло, какой-нибудь кусочек благ, о, это хорошо. А если это не пришло, ну, значит, это плохо. А пришло к кому-то другому. Но на самом деле это же может быть тоже хорошо, да? То есть этому стало хорошо. Так можно же порадоваться за этого человека, которому это пришло. А не пытаться раздражаться и говорить, вот как же так? Вот ему везет, а мне не везет. Почему не везет? То есть, потому что еще есть понятие время успеха, да? То есть успел попасть в нужное время, в нужное место. Ну, успех обеспечен, да? То есть, как бы, почему? Вот есть возможность попасть в какое-то событие. А не успел. Что произошло в результате, если не успел попасть в событие? Значит, все равно же куда-то попал. Ты же не можешь не попасть вообще никуда. Значит, попал, значит, не туда, куда надо. Но раз попал не туда, куда, надо решать тогда вопрос, надо тебе тут оставаться или надо быстренько куда-то перемещаться в другое место или в другое время. И важно здесь не обманывать себя, а проанализировать как следует свои собственные состояния. Комфортно мне здесь, да, хорошо, мне это радует, или тут меня что-то напрягает, да, что-то меня начинает здесь вытеснять как бы из этой среды. Мне показывают какими-то знаками, что, да, пора бы тебе отсюда перебраться в какое-то другое. Тогда надо начинать вариации, какие-то действия. Или приближение, или удаление, да, то есть как бы и смотреть, вот если я удаляюсь, что происходит при этом, да, то есть как бы мир начинает мне помогать, или наоборот он показывает, что да, и слава Богу, удалился, и это хорошо. И могут быть знаки, на самом деле, связанные с нашим восприятием. Ну, давайте вот мы попробуем конкретизировать вот этот вопрос, связанный с восприятием знаков, которые мы можем непосредственно ощущать и связать их с неким потоком благ.
Да, то есть, ну вот у нас есть вот эта карточка блага. Она может быть такой у кого-то, да, у кого-то она может быть другой. То есть у нас разные дизайны, разные модели, разные возможности их использования. Почему? Потому что это не одна карта, это система карт, система блага. То есть что есть сами карточки, есть ключи и есть методы работы с ними. Поэтому карты служат для того, чтобы можно было и также на них настраиваться на этот поток благ. У кого нет этих карт, те могут настроиться на поток благ, который у нас вот мы можем взаимодействовать через экран. То есть этот поток к нам идет, мы можем взять эту карточку, у кого карточка, да, и настроиться, ощутить этот поток благ как возможность перехода в какое-то другое состояние. Да? То есть вот можно ощутить, что через нас идет некий поток, ну, благодати, скажем так, благосостояния, благополучия. И вот здесь вопрос благополучия и благодарности. Вот как раз соотношение очень важно. Да? То есть многие люди воспринимают благо с точки зрения благополучения. То есть, если я получаю, ну, это хорошо. Если я не получаю, значит, это нехорошо. Почему мы можем не получать? Ну, потому что есть два потока. Входящий поток благ, исходящий. Если мы рассматриваем только поток входящий, а исходящий не рассматриваем, да, то есть мы думаем, что это как бы разные потоки. На самом деле это две части одного потока. Если мы что-то получили, мы что-то должны отдать. Не обязательно в то, что мы получили. Мы можем отдать в другой форме. Да, получили вот в виде какого-то материального ресурса, отдали в виде нематериального. Может быть, тоже материального, да, то есть как бы там. Но опять же мы говорим о неком дарении, да, благодарности. Если мы можем благодарность проявлять свою, да, то есть вот мы, например, участвуем в каком-то событии. Есть кто-то это событие организовал, да, то есть как бы, ну как вот мы в гости приходим, говорят, не принято приходить с пустыми руками. Ну почему? Потому что раз вы туда пришли, то вас будут угощать, с вами будут заниматься, на вас будут тратить время жизни хозяева, да, то есть как бы, и надо их как-то отблагодарить. Для этого надо что-то туда внести, да, то есть, ну вот у нас событие какое-то, вот мы каким-то образом здесь в нем участвуем и можем в это событие что-то вносить, какую-то свою лепту, да, определенную, а можем просто участвовать и что-то принимать как должное. Ну вот оно есть и есть это событие. А можно подумать, а что я могу, допустим, сделать, да, для вот данного сообщества, чтобы это, например, можно было распространить на большее количество людей. Ну, вот, например, людей присоединить к Бионету. Да, то есть, каким образом, что я могу людям рассказать, а вот хотя бы о системе блага, как я ее могу другому человеку объяснить, почему ему это надо. Да, то есть, чтобы он мог взять и тоже присоединиться к Бионету, начать взаимодействовать с этими структурами, и для этого что ему необходимо, чтобы вот как-то, чтобы ему стало от этого хорошо. Потому что если ему будет хорошо, ну и хорошо мне будет, потому что мы все равно друг с другом все связаны. Да, то есть, и говорить, что можно построить свое собственное благополучие на неблагополучие других, но это, в общем-то, достаточно иллюзия, потому что оно где-то начнет проявляться в другом месте. Вылазит, да, то есть, или в виде болячек, или в виде еще каких-то, если мы не проявляем вот эту свою благодарность по отношению к внешнему миру, благодаря которому мы существуем, благодаря которому мы можем чувствовать, благодаря которому мы можем взаимодействовать, и в который мы должны вносить вот какой-то творческий вклад свой в самой разной форме. И в материальное, и в нематериальное. Поэтому давайте мы попробуем сейчас поговорить вот о такой характеристике благ, которая называется деньги. Потому что чаще всего именно людей интересуют деньги в этом потоке, денежное выражение, да, то есть. Но на самом деле деньги это только, как бы, опять же, некая характеристика, которая как свертка такая определенная потока благ. Ну, то есть вот деньги выступают в роли посредника.
между какими-то потоками. Но потоки это могут быть многомерные, а деньги у нас всегда одномерные. У нас одна шкала, линия. Да, вот на этой линии мы каким-то вот вещам выстраиваем, говорят, это стоит столько-то, да, то есть, а вот это стоит столько-то. И как бы пытаемся классифицировать все события, вот приводить их к этому денежному выражению. И пытаться в этом делать какое-то сравнение. Но почему мы говорим о многомерных, да, то есть с чем мы сталкиваемся в вопросе реализации потока благ, чтобы он у нас хорошо через нас протекал, чтобы мы его не тормозили. Одна из проблем в том, что отображения многомерные, когда идут в реальность, они иррациональны. Да, то есть вот опять мы пример возьмем. Вектор. Вектор какой-то, да, то есть и он отображается на вот ось координат. Если мы говорим, что у нас есть некая система координат, да, как некая надежда, есть точка отсчета, это как вера, то вот в этой системе координат вектор это как некая траектория. Но траектория эта, она же вот в двухмерной плоскости, да, то есть, а как она отобразится на вот эту линию? Допустим, вот у нас денежки, есть вот линия денег, да, то есть, а вектор движения, он какой-то другой, то есть у него есть часть вещественная, да, то есть вот, которая сюда может отобразиться, а есть часть мнимая, которая вот отображается на другую ось. И получается, что если мы возьмем и посчитаем, да, вот вектор у нас единичный вектор, это у нас единица, а сколько будет вот здесь, да, то есть в этой горизонте, у нас получится дробное число, там 0,7 чего-то там и так далее в каком-то, ну, если это 45 градусов вектор. То есть меньше единицы и бесконечная дробь. И мы всегда как бы не имеем неточность вот, реализации, как неточность попадания в те или иные события. Всегда есть некая погрешность, некая энтропия. Да? То есть вот есть события, в которые нам надо попасть. Это как некая воронка. Вот мы можем туда попасть, войти в эту воронку, или мы проскочим мимо. Да? То есть что надо, чтобы попасть в воронку? Нам надо, значит, чтобы у нас появлялась некая сила притяжения. Вот если мы говорим о деньгах, деньги мы должны как-то притягивать. Говорят, деньги – это энергия, как вот нам притянуть эту энергию для того, чтобы мы могли ею воспользоваться. Поэтому давайте вот с этой энергией попробуем сейчас немножко повзаимодействовать. Ну, на уровне вот этих вот систем отображений. Да, то есть к нам есть, может, какие-то поток идет денежных выражений, да, то есть, а какой-то поток от нас идет. Поэтому посмотрим, а как мы с ним взаимодействуем, с этим потоком. Ну, на самом деле мы это можем посмотреть, да, то есть потому что мы взаимодействуем через наше тело финансово. Ну, у нас материальное воплощение в этом мире – это наше тело. Поэтому мы можем посмотреть вот на эти реакции внешние, которые у нас происходят в теле. Ну, например, говорят, вот как вращается шея, да, то есть мы можем посмотреть, как у нас, насколько гибкие мы в тех или иных вопросах, можем ли мы видеть разные варианты. Да, то есть, вот если она хорошо, легко крутится, если не легко, ну, значит, где-то у нас есть какие-то, возможно, недостатки вот в том, что мы можем чего-то там не так воспринимать. То есть не видим каких-то путей реализации тех или иных событий. То есть поэтому мы можем, например, вот в своем теле посмотреть на нашу шею, что, где у нас какая вот есть проблема. И заняться, например, шеей, например, там сделать ей массаж определенный, для того, чтобы в себе увидеть вот эти вот варианты. Но тогда мы что мы опять же говорим? Вот у нас есть структура блага. Да? То есть мы не просто делаем какой-то массаж, а мы пытаемся вот сработать с шеей для того, чтобы с ней обеспечить максимальное взаимодействие с этим потоком. Да? То есть поэтому мы включаем себя вот во взаимодействие со структурой, и тогда массаж – это не просто массаж как бы шеи, это у нас рассмотрение, как на этой имитационной модели, взаимодействия с потоком благ. И мы тогда этот массаж делаем, соответственно, слушаем, как у нас руки идут, где нам надо какие-то точки нажать на шее, себе или другому человеку, например, да, можно это сделать. И для этого мы можем это сделать экспертно, да, то есть настраиваясь на вот эту задачу взаимодействия с потоком так, чтобы вот нажав на определенные точки, у человека вдруг раз и открылось что-то в его глазах, и он увидел, о, оказывается, вот есть еще какие-то возможности взаимодействия с этим потоком, и деньги могут нам приходить, например, еще с какого-то другого источника, да, то есть
Или наоборот, даже, может быть, он и не увидит этого источника, а деньги вдруг сами придут. Почему? Ну, потому что в этот момент вы открыли вот какой-то канал энергетический, который при этом теперь начал функционировать. То есть это не просто как бы мы делаем массаж ради того, чтобы шея задвигалась, да, то есть, а мы пытаемся, опять же, создать некое взаимодействие со структурой блага. Да, то есть поэтому вот имеет смысл попробовать вот в таком ключе поработать со структурой блага, да, то есть. Потом вопрос сценариев, да, которыми мы участвуем. Легко ли мы принимаем людей, да, вот, допустим, которыми мы взаимодействуем? Как мы выражаем свои слова, свои мысли? Как мы принимаем или не принимаем вот эти деньги, которые к нам идут? То есть мы можем в чем-то сопротивляться этому процессу, да, то есть мы можем где-то проходить мимо вот этих вот вариантов, которые нам могут быть что-то давать. То есть это вот как бы мы можем одновременно с анализом вот это движение шеи, да, то есть анализировать вот эти сценарии. То есть как мы высказываем свое собственное мнение. То есть для нас это тяжело, как бы вот когда мы с людьми общаемся, да, то есть, ну, допустим, ситуация такая, да, то есть вот у нас есть структура блага, мы с ней взаимодействуем, мы чувствуем, мы понимаем, что это работающая система, как ее донести другим людям. Очень часто у людей возникает страх, что я сейчас кому-то скажу, а на меня будут смотреть косо, то есть, поэтому как вот эту мысль, допустим, что есть вот такая какие-то вот вещи, которые имеет, с одной стороны, научное обоснование, а с другой стороны, чем-то напоминает какую-то эзотерику, да, то есть как это донести до других людей с тем, чтобы люди могли этим тоже воспользоваться. То есть это вот на самом деле непростая задача. Потому что если вы впрямую начнете что-то говорить, смотри, как круто, вот я вот тут пользуюсь, или еще что-нибудь такое, то человек может начать как бы к вам, может быть, не так относиться. Не потому что он ну, то есть для него это очень странная информация, и к ему надо привыкнуть к ней, да, то есть поэтому надо какое-то вот пошаговое, да, сначала вот с этим познакомить, потом с этим, потом с этим, в конце концов до человека, вот он, если его провести вот по всему пути, тогда он это может принять, да, то есть поэтому вот мы можем, когда взаимодействуем со своей шеей, да, например, тоже просматривать какие-то сценарии взаимодействия с другими людьми, да, то есть я вот мне надо, например, с человеком взаимодействовать по какому-то проекту. Я чувствую, что у меня где-то вот возникают какие-то напряжения, и я не могу с ним нормально взаимодействовать, потому что я боюсь, что он меня неправильно поймет. Ну, тогда вы вот начинаете работать со своей шеей, тем, чтобы вот взаимодействие с картой блага, для того, чтобы вот этот блок проработать, и с тем, чтобы вы начали проявлять гибкость вот в этом вопросе. Ну, вторая зона, с которой мы взаимодействуем через деньги, мы сейчас только 2 зоны пройдем, больше не будем. Их всего 4, но сегодня мы пройдем только 2. Руки. Вот руки у людей, они в головном мозге занимают очень большой промежуток, то есть большую зону. Вот иногда рисуют такие схемы. Если бы у человека пропорции его сделать такими, какими у него вот зоны мозга в теле проявлены. Да, то есть, и оказалось бы, что человек бы так выглядел бы очень каким-то странным карликом, но с очень большими руками. Вот руки вот в нашем головном мозге занимают очень большую зону. И поэтому, как двигаются наши руки, так двигаются наши мозги. Поэтому очень полезно как бы вот руки свои развивать к теми или иными упражнениями. Есть множество упражнений, то есть в интернете их можно найти, как развивать свои руки. Но опять же, можно просто руки развивать, да, то есть, а можно взять карточку блага, да, то есть и смотреть с ней, работать как бы с этой структурой. То есть мы тогда не просто руки развиваем, мы развиваем свои возможности взаимодействия с потоком благ через вот эти наши руки. Да, то есть поэтому что делаем? Например, да, то есть мы можем взять сейчас, закрыть глаза и представить, что вам кто-то дает деньги. И представить, как это выглядит. То есть вот как будто бы вам дают деньги. В каком виде, вот вы сами представьте, да, у каждого может быть свое. И вы берете эти деньги. И наблюдайте, да, наблюдайте, как этот процесс у вас выглядит.
есть ли напряжение какое-то в руке? Вот вы протянули руку, да, то есть легко это как бы раз взял и все. То есть, или вот есть ощущение какое-то напряжение в какой-то части руки. Это можно эти ощущения проанализировать. Если, например, в кисти возникли ощущения, то для вас имеет значение, как вам дают эти деньги. То есть как бы у вас вот в этом плане есть какое-то ограничение. То есть для вас не все равно, а вот как, именно вот как некий ритуал, вот именно вот так получаете, ага, это хорошо, а вот по-другому, если вам дают деньги, это в чем-то уже как-то не совсем хорошо, да, то есть как бы, поэтому вот надо посмотреть, значит, надо, если это с кистью, значит, надо с кистью поработать, то есть надо как-то ее поделать какие-то упражнения и посмотреть, может быть, поменяется эта картинка, да, то есть, которая вы можете, то есть мы можем ее таким образом переделывать и менять уже эти отношения, да, то есть потому как иногда вот дают, то есть хочется даже иногда может отказаться от тех денег, которые к вам идут. То есть какие-то необходимые для вас ценности, церемонии, чтобы вот они реализовывались, чтобы вот денежное выражение это проходило. Может быть, предплечье, да, то есть вот как бы вот в этой части руки, да, то есть вот как бы вот в этой части, вот как бы вот в остальной, да, то есть у нас здесь возникает какое-то напряжение. Что это может быть значит, да, то есть значит, вот сами по деньгам могут приниматься какие-то трудные решения. То есть трудно брать, трудно делать покупки, трудно вкладывать деньги. То есть это вот возможности, которые в чем-то вот нас ограничивают, как возможность, опять же, взаимодействия с потоком. Причем это внутренние какие-то состояния, набранные нами вот из прошлого, может быть, нашими родителями набранные, может, еще кем-то, может, привнесены там школой, или улицей, или еще кем-то. Откуда-то это взялось напряжение. Но эти трудности тоже можно как бы преодолевать, да, то есть мы можем поработать с руками для того, чтобы мы могли эти руки разработать так, чтобы это было легко и непринужденно. Потому что иногда бывает, что человек 10 раз подумает, чтобы что-то сделать, да, то есть он настолько тщательно все взвешивает, настолько все это, что раз и время ушло. То есть он бы уже надо было бы сделать, а он не сделал. И думает, ах, вот опять я тут пролетел. Почему? Ну, вот это опасение, что, вот, в общем-то, можно то есть, потерять вот в каком-то месте, поэтому лучше ничего не делать, чем что-то сделать, какой-то шаг. Но это не значит, что надо вот кидаться вот в первую попавшуюся там финансовую схему, которую кто-то предложил, и говорит, давай, ты сейчас сюда вложишь там $1000, а потом ты там начнется, ты будешь каждую неделю снимать по $1000. Человек занимает, а потом оказывается, что это вот совсем не то. То есть, поэтому вопрос вот этих зон мы можем прорабатывать и с ними взаимодействовать. Ну, давайте следующее. Плечо. Да, то есть, как бы у нас в руке есть еще само плечо, как бы часть. О чем можно говорить, если там напряжение возникает? Ну, это значит, что человек вообще трудом впускает деньги в свою жизнь. Почему? Ну, это есть наше восприятие, да, то есть оно может перенесено как раз вот нашими воспитанием каким-то, еще что-то. Деньги грязь, там деньги это все, они развращают человека, что деньги это всегда некое зло, которое человек не может принимать. Поэтому вот эти вот состояния, если это где-то в плече, да, плечо не дает возможность. Ну, допустим, вы представили, что вам дают чемоданчик с деньгами, вы взяли и чувствуете в плече какая-то тяжесть, да, там. Может быть, таких денег вы боитесь. Уже когда человек говорит, что ему надо денег, а сколько? Вот опять же вопрос возникает всегда, сколько вам надо. Ну, как в турфирме, да, то есть приходит человек в турфирму и говорит, мне вот куда-нибудь поехать. А его спрашивают, куда вам? Он говорит, нет, куда вам я не хочу. Я хочу куда-нибудь вот в другое место. Они говорят, да нет, вы не поняли. Куда вам надо? Он говорит, ну, если куда вам надо, ну, ладно, тогда поеду куда вам. Поэтому
Куда нам деньги надо? Да? Куда вам или никуда вам? Вот, ну вот, раз мы о руках заговорили, да, то есть, но руки-то мы говорим, очень важный инструмент у нас еще, почему? Потому что мы имеем еще и цветовой инструмент, это, да, то есть и мы в силу того, что имеем с каждого пальчика как бы лучик, да, то есть и как бы со всех сторон от нас идут лучики, мы с этими руками можем начать взаимодействовать, и через взаимодействие не только личные, но и вот коллективные, мы можем прорабатывать какие-то вопросы, связанные с деньгами, для того, чтобы открывать вот эти финансовые потоки не только себе, но и другим. Да? То есть почему? Ну, потому что если наша задача не может решиться вот локально, она может решиться как общая задача, которая ставится, там, допустим, как надсистема. И вот в таких эксперт-операторных взаимодействиях мы можем эти вопросы прорабатывать. Да? То есть поэтому мы давайте сейчас попробуем поработать. Но мы сейчас будем представлять не только, как мы получим. Ну, давайте, правда, еще мы сейчас одну вещь сделаем. Мы что-то мы сделали на прием, да, то есть как бы поговорили. А теперь представьте, что вы отдаете деньги. Ну, закроем глаза, и вот как мы отдаем. Легко. Посчитали и куда-то и отдали. Как это выглядит для вас? Какая картинка возникает? Ну, просто у каждого своя какая-то картинка возникает, да, то есть, если вы широко это как бы делаете, ну, значит, щедро, и уверенно, и легко, да, то есть, допустим, если так вот, как бы, вот близенько, вот, как бы, из рук в руки, ну, это, значит, ждете, пока человек сам протянет к вам руку, ну, значит, у вас есть какое-то ограничение, когда вы не совсем уверены, что эти деньги стоит отдавать. Возможно, просто робость какая-то возникает у человека, а возможно, действительно расставаться. Ну вот, поэтому, чтобы вот мы сейчас попробовали вот это раскрепостить себя, вот в этом плане движения руками, шеи и головы, поэтому будем двигать только сейчас руками и головой. Остальное мы двигать не будем. Да? Поэтому мы сейчас попросим Софью Свиридову включить нам музыку. Да? Попробуем ручки потрем свои. И представляем, что у нас вот, смотрите, сколько у нас лучиков, да? 10 штук. 5 и еще 5. То есть 2 руки. И у каждого так, да, посмотрите, если взять на каждого посмотреть, у каждого есть 10 лучиков. И эти лучики мы можем начать соединять, да, то есть как бы. И можем еще представить, что из каждого лучика он уходит туда, к человеку, и где-то еще из него выходит еще 10 лучиков. И каждый лучик вот так идет, и у него расходятся все больше и больше. Слушаем вот этот поток, который будет сейчас двигать нашими руками. Попробовать вот это ощущение, поймать, что руки согнутся, да, то есть, и вот это представление, что из лучи, которые от нас идут, они нас соединяют.
Мы сформировали такое световое полотно, которое пронизывает всю нашу реальность. И это световое полотно, оно состоит из множества лучей всех людей. И на этом световом полотне можем начать дальше рисовать следующую картину разными цветами. Цветами своих театр. Я приду в знакомый ресторан, пусть накроют столик на двоих, пригублю вина и буду ждать. Будет вечер теплым, как тогда, будет та же на небе звезда. Мы с тобою встретимся опять. Но не прокрутишь назад кино, где тонул я давным-давно в ласковых глазах твоих. Да, не заметили мы тогда, что давно замела зима этот столик на двоих. Лунный свет мерцает сквозь стекло. Странно понимать, что все прошло, и наивно плакать напоказ. Но почему же сердце так стучит? Столик на двоих и две свечи. Точно так же все, как в первый раз. Но не прокрутишь назад кино, где тонуло давным-давно в ласковых глазах твоих. Да, не заметили мы тогда, что давно замела зима этот столик на двоих. Не заметили мы тогда, что уже замела зима этот столик на двоих. Ну вот, давайте сделаем паузу. Ну, столик вот у нас, да, образовался. Что на этом столике? Кто что видел? Ну, столик на двоих, имеется в виду, что если два человека вместе собираются, они уже могут творить. Да, то есть, как бы, тогда мы творим не в одиночестве, как бы, предполагая, что мы сами по себе являемся творцами, а мы все-таки понимаем, что мы все здесь, в этой реальности, неким образом связаны. Да, то есть, и тогда есть возможность соединять вот разные цвета в одно, и на этом выстраивать что-то новое. И как минимум надо двух человек иметь, чтобы такое взаимодействие мы могли реализовать. Поэтому это как бы столик, это все-таки метафора определенная здесь в наше вот взаимодействие. И поэтому мы можем как бы выходить за пределы этого образа. Да, Вот. чтобы быть устойчивым, важно, чтобы не сбивало. Вот у вас появились какие-то слова вдруг извне, и они вас начали сбивать с того состояния, с того настроя, который у нас есть. А мы говорим, что вот мы, когда с этим миром взаимодействуем, он на нас по-разному влияет. Да? То есть как бы, мы можем быть экспертами
вроде бы как развивать в себе эти экспертные качества. Эти экспертные качества нас ведут куда-то, да, то есть по какому-то пути. Но вдруг что-то появилось, да, мы что, сразу туда, нас это может сбить и увести в сторону. А если мы еще операторные качества развиваем, мы говорим, что у нас есть вот задача, мы к этой задаче идем, и свои состояния мы ими управляем, этими состояниями, да, поэтому мы их анализируем. Ну, вот, например, мы взаимодействуем с кем-то, с какими-то людьми по ходу своей жизни. Иногда мы говорим одно, думаем другое. Да, то есть, почему? Ну, потому что мы как бы вот стесняемся так вот эти отношения вывести вот на такой уровень. Да, то есть, и это приводит к тому, что мы начинаем врать другим людям, врать самим себе. И всего этого вот вносим вот такие вот ограничители в самих себя. Поэтому, если мы уж идем по пути синтезному, да, то есть, то тогда надо свою вот линию каким-то образом уметь отстаивать и направлять туда, куда нам надо. Какие есть вопросы? Давайте. Вот мы тут с картой блага занимались, уже 4-е занятие у нас идет. За это время появились какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Да, давайте. Есть вопрос. Вот сегодня буквально возник. Как ставить цель-задачу? Например, мне нужно делать, скажем, видеоролики, да? Но у меня на сегодняшний момент уже сколько я бьюсь, никак не могу сделать, ну, как сказать, максимально подходящий для меня интернет. То есть либо он скоростной и дорогой, который, допустим, в настоящий момент очень дорогой, я не способна его оплачивать и не хочу, да, ну, в смысле, нет возможности пока. И есть слабый интернет, и который, ну, ты ничего не закачаешь, ничего не сделаешь, да, то есть получается вся моя работа, то есть все мои проекты останавливаются вот, скажем, из-за интернета. Ну, задачу как ставить, чтобы был интернет или моделировать, вот я уже, как сказать, уже у меня эти видео, уже они как бы работают, вот немножко как-то мне непонятно, что лучше. Так что ресурс появился. Ну вот и на ресурс тоже, работаю на ресурс, но пока что вот как бы очень много ограничений Вселенная выстраивает, да, с одной стороны. То есть те пути, которыми как бы раньше зарабатывались, да, то есть они сейчас, скажем, очень слабо работают. То есть, а другие, то есть, о которых я думаю, то есть они завязаны на интернете. Тут получается, что тоже, то есть на вот этих видео, допустим, да, ну как это я предполагаю, и тоже, опять же, интернета нет, то есть какой-то круг получается. Ну, видите, задача ставить очень общую. Возможно. Если как бы вот есть круг, которым как бы не разрешается вот в рамках такого, то это более общую задачу. То есть если есть вот задача, на самом деле она же получается экономическая задача. То есть вы же ролик делаете для того, чтобы решить какие-то экономические задачи. Да. Надо в общем ставить задачу, чтобы решить, чтобы появилась возможность в реализации вот в экономическом плане, да, то есть как бы в финансовом плане. То есть тогда или интернет появляется, и тогда все решается, или появляется ресурс под это, или еще что-то. Ну, то есть как бы не ставить ограничения, что мне вот обязательно нужен интернет скоростной. Вот я так и ставлю. Ну, да, то есть он может быть, как бы, совсем... Я просто вот пример свой. Вот, когда первый раз столкнулся с этой технологией, я как раз работал на кафедре экономики, уже первый раз, наверное, рассказываю этот сюжет, что я попал на семинар, и мне говорят, ты где работаешь? Я говорю, на кафедре экономики. О, давай решать экономическую задачу. Никаких экономических задач передо мной вообще не стояло. Вот. Ну, давайте решать. Ну, как бы вот двигались, что-то там вот в эксперт-операторных взаимодействиях, что-то шло. Вот. Ну и все. И вот как бы, я же говорю, появилась такая картинка, светящийся такой треугольник с втянутыми сторонами. Вот. А я знаю, что в теории катастроф это катастрофа эллиптической амбилики. Ну, как бы думаю, ну, странно, говорю, думаю, к чему бы это? Как бы, что за знак? Вот. А где-то через полгода или год, там не помню уже сколько времени прошло, надо было подавать название доцента, уже подтвержденные документы, и надо, оказывается, чтобы у меня были статьи по экономике, которых у меня никогда не было. Ну, мне пришлось садиться и писать.
Но я когда сел писать, то у меня вдруг раз, и статья прямо такая вот выпала, как бы вот, спустилась как будто бы сверху. И осталось только ее записать. Постановка задачи, решение методами теории катастроф и конечный результат — это вот сечение катастрофы эллиптической амбилики. И тут только до меня и дошло, что мы, оказывается, задачу-то прорешали. Так мы ее еще не называли, что это задача именно вот такая, там, написать статью, там, и так далее. Да? То есть мы просто сказали, вот экономическую задачу сейчас будем решать, которая, вот, раз ты с кафедры экономики, то задача, которая тебе с этой кафедрой связана. Да? То есть, и, пожалуйста, то есть, но задачу мы вытащили из будущего фактически. Поэтому, когда мы пытаемся делать, можно же по-разному ставить, да? Можно конкретные задачи, можно неконкретные. И прорабатывать их по-разному. Поэтому все зависит от обстоятельств. То есть вот мы не можем сказать однозначно, допустим, каждому человеку, что ему надо вот делать раз, делать два, делать три. Потому что это сугубо индивидуально, у каждого своя среда, у каждого свои отношения с миром, у каждого свои какие-то состояния и прочее. То есть, поэтому каждый человек решает сам, как он эту задачу ставит и как он... Есть какие-то определенные принципы, можно более общую задачу поставить, можно менее общую задачу. Но здесь, вот, в частности, да, то есть вот когда мы с вами взаимодействуем, мы пытаемся наиболее общей ставить задачу. Да, то есть задачу, которая общая для всех. Для всех вот участников этой, допустим, встречи. И, может быть, не только для всех. Почему? Ну, потому что, ну, вот есть Бионет, мы говорим, да, то есть Бионет, он связан с тем, что мы пытаемся вот эти связи вертикальные все усилить, да, то есть эти вертикальные связи у нас заключаются в том, что мы фактически, вот все, которые здесь присутствуют, это на самом деле части чего-то одного целого. То есть, ну, мы этого только сейчас не чувствуем, сильно не осознаем, но здесь есть возможность взаимодействовать вот с этим целым. И все люди, как бы, это части чего-то одного целого, да, то есть, как бы, есть разные уровни иерархии, где вот это обобщение становится все более и больше. Поэтому, если мы начинаем соединять друг с другом, но вот на этих уровнях более высоких, мы получаем какие-то результаты, которые нужны не только локально мне, но нужны всем. Ну, и тогда мои собственные задачи могут решаться через вот проявление этой задачи. Да, то есть, как бы, на уровне вот каких-то вот этих отношений. То есть это не гарантирует, что вот вы только задачу поставили, теперь она у вас точно решится именно вот так. Да? То есть, как бы, ну, есть некое движение куда-то в какую-то определенную сторону. Какую? Но мы двигаемся как бы вместе туда. Ну, по вертикали, значит, пытаться выйти на более высокие уровни взаимодействия с тем, чтобы на этом уровне, на уровне Творца, да, создать условия для проявления вот этих своих творческих состояний. А вот все остальное, как бы весь материальный аспект, он на самом деле получается несколько, ну, как бы на втором месте. Он должен преобразовать как бы эту реальность в ту, которую нам надо. Ну, как бы это на самом деле не значит, что ваша задача, она мелкая и ненужная. Она нужная и очень важная, потому что вы, раз в ней находитесь, значит, для вас это очень важная и нужная задача. И вам ее надо решать, и вы на ней и проявляете свои как раз вот эти твои творческие состояния и творческие аспекты. Да. Конкретизировать, как бы, вот все равно вам придется самой эту задачу, попробовать ее прочувствовать, да, то есть посмотреть, как с ней можно взаимодействовать на разных уровнях. Понятно? Спасибо. Понятно, да, понятно. Ну, я, в принципе, так и двигаюсь, но вот возник вопрос. Что... Хочется, конечно, конкретики, чтобы кто-то конкретно сказал, делай раз, делай два. Но, к сожалению, мы здесь этого не сможем сделать. Да, то есть... Еще какие вопросы? Можно поделиться с Олечкой? Вот у нас получается так, что когда ты задумываешь какой-то творческий проект, то вот следствием его реализации обязательно становится вот как раз реализация того задуманного проекта, ну как бы жизненного для обеспечения. То есть мир, если это нужно миру, обязательно что-то произойдет как результат, вот это, ну, как следствие. Ну, сегодня так и скажу. Если это нужно миру, то давайте. А если не надо, и забыла. Нет, не всегда.
Не всегда Нет. надо так говорить, потому что иногда надо что-то преодолеть. Ну, потому что есть определенные ограничения, которые, может быть, ну, на самом деле, над ними поработать, и они снимутся. Ну, просто если вы знаете, как двигаться, ну, вы двигаетесь так, как двигаетесь. Если не знаете, но все равно что-то надо делать. Понимаете? Нельзя, так сказать, ну, я тогда буду сидеть, ничего не буду делать. Сделаем до тех пор, пока не появляются какие-то другие варианты. Ну, вот простой тоже пример из жизни, да, то есть когда-то как-то мы оказались в Москве, надо было нам снять квартиру. Это было еще там где-то в 90 каком году, ну, где-то 98-й, где-то, вот. И нам там посоветовали, вы, говорит, вот базу данных можно купить, ну, просто мы нашли в газете вот объявление, продаем базу данных всяких квартир, которые вот можно снять. И мы начали прозванивать по этой базе данных, купили эту базу. Вот. Ну и пока мы тут сидим, женщина заходит, увидела нас за этим занятием. Это мы в одном офисе сидели, на телефоне это прозванивали. Ну и говорит, да, это все ерунда, я вот сама такими базами пользовалась, и никакой там вся устаревшая информация, ничего там невозможно найти, потому что это все не то. Вот. Ну а вы, говорим, нашли квартиру? Да нет, вот все еще ищу. Ну как бы вот... но сказала, что это путь в никуда. Но мы все равно, так как у нас других дел нету, то есть мы не знаем, что делать еще, где искать эти квартиры, ну, сидим, названиваем. Вот. Пока мы это делали, вдруг заходит товарищ один, увидел нас за этим занятием и говорит, у меня там знакомый есть, у него там квартира одна пустует. Может быть, я спрошу его, может быть, он вас пустит туда. И на следующий день мы уже там жили. То есть в силу того, что мы как бы вроде безнадежное дело делали, то есть как бы вот в базе данных, в которой на самом деле никакой информации не было, да, занимались. Но все равно делали, ну, потому что как-то иначе надо было что-то делать. И оно проявилось в другом месте, да, то есть через вот какую-то вот совершенно другую цепочку. Но здесь как бы мы увидели сразу результат, опять же, некие знаки, да, то есть возвращаясь к теме сегодняшнего занятия. Знаки можно самим создавать. И через это менять эту реальность, да, то есть как бы вы тогда выделяете что-то и говорите, вот это для меня знак. И если он будет у меня появляться, это значит, я двигаюсь в нужном направлении, да, то есть и вы тогда пытаетесь этот знак сформировать для того, чтобы вы могли этим знаком, ну, управлять как бы этой реальностью, то есть чтобы он был не система отображения, да, система управления реальностью. То есть вы с ним работаете не как эксперт, а как работаете как оператор. И через него начинаете менять реальность, создавая нужные условия для проявления. Арочка. Какие еще вопросы? Значит, если возникли зажимы в плече, как поработать с установками? Но опять же, можно опять вот взять карту блага, да, то есть настроились на тот поток благ, который вам необходим. Да? То есть, ну, именно поток как некую структурную характеристику, да? То есть не конкретное вот там что-то мне нужно, вот, да? То есть, и начинаете, включаете музыку, да? То есть как бы задачу поставили. Начинаете также, вот как мы показали, сейчас двигать руками для того, чтобы проработать, чтобы у вас руки сами пошли. Только не вы двигаете руками, а поток двигает руками. Это вот как бы разные вещи. То есть надо ощутить вот этот поток, чтобы он подвигал в решение вашей задачи. То есть вот мы сейчас порешали как бы коллективную задачу, да, то есть которая нужна для всех. Ну и также в частности каждому. Но можно то же самое делать и самостоятельно. А если у вас еще есть кто-то, с кем можно вместе поработать, сначала один эксперт, другой оператор, и потом наоборот, вы можете тогда тренировать вот это вот эксперт-операторное взаимодействие, нарабатывать себе навыки эксперта, навыки оператора. Когда вы слышите вот это внутреннее состояние, когда вы начинаете что-то делать руками, видите, как человек, который вас не видит, он тоже начинает похожее делать движения руками. И так потихоньку вы это вот навыки взаимодействия операторов сначала на людях отрабатываете, потом уже на среде в целом. Там облака начинаете стирать там, или еще что-нибудь. Когда я вот что-то хочу сделать, да, проект, например, там какой-то, или я вот смотрю на это с точки зрения, что вот я вот сделаю так-то, вот я вот там поступлю так-то, но это, в общем, как бы очень хорошо, мы все что-то делаем во время проявления проектов, там, ну, творим, да,
у меня не было взаимодействия вот с окружающим миром, в плане, что я, например, себе не представляла, ну, не оценивала, что ли, или не представляла, как это правильно сказать, обратную связь, в общем, я от мира как бы не ловила, а эту обратную связь-то тоже надо простроить вот своими вот взаимодействия через светлицы там, и тогда вот, наверное, вот я выплыву из этого океана единоличия, ну, то есть своего творчества вот в мир со своими вот золотыми рыбками там, ну вот, ну, я не знаю, как это объяснить, вот, то есть взаимодействие вот с окружающим миром у меня вот слабовато было. То есть я, конечно, ожидала, что вот там всем все понравится, так и все так это, но вот именно вот так, чтобы это вот была какая-то работа над этим произведена, у меня не было вот этого вот понимания, что это можно сделать и будет супер. Вот правильно я поняла, нет? Вот такой вот у меня вопрос. Ну, я лично до конца не понял. Но я так думаю, что правильно. То есть, как бы опять мы говорим, да, вот, хороший знак, вот у вас инсайт, так. Как бы вот когда вы видите хороший знак, надо говорить так. Вот кто-то вам деньги дал, вы говорите так, и получаете. Или кто-то вот вам что-то хорошее сделал, тоже так. Или наоборот, вы делаете что-то хорошее и чувствуете радость от того, что вы делаете это хорошее. Делаете. И тем самым вы как бы вот разгоняете этот поток. Да, у нас вот карточки блага, они разных моделей есть, да, как бы, соответственно, разных номиналов. Есть обычная карта, да, допустим, вот карта блага, но она же, вот это у нас уже карта аурумная, это у нас уже последняя модель. А до этого были там других моделей, там 108, просто карта блага. То есть они постепенно, мерность структур нарастает, и поэтому, если кому интересно, можно сделать апгрейд, да, то есть получить более последнюю структуру, более эффективную с точки зрения. Или там подумать, опять же, по поводу ключей. Если ключами не пользовались, то, может быть, имеет смысл приобрести ключи и посмотреть, как они с вами будут взаимодействовать, с тем, чтобы можно потом эти ключи дальше использовать для усиления, например, своих окружающих людей, да, то есть чтобы вы могли их сделать более эффективными. Потому что одно дело, когда вы что-то делаете, а другое дело, когда еще вокруг вас появляются тоже эффективные люди, которые не тратят время жизни попусту, а у них все получается и все у них налаживается. Давайте мы вот в следующий раз попробуем вот что сделать. Такое небольшое взаимодействие, но такого типа коллоквиума. То есть к следующему разу вы почитаете вот описание на благо, да, посмотрите, можете какие-то отзывы там и так далее. И мы такую работу сделаем коллективную, когда каждый будет включаться и чего-то говорить на эту тему. Ну, как бы вот идея такая, вот перед вами человек, которому надо объяснить, что такое система блага и что она ему даст. Да? То есть каждый немножко, там, буквально абзац, и мы такую вот сделаем коллективную работу для того, чтобы можно было сформировать как бы общее представление о том, что нужно говорить другим людям по этому поводу. Это для чего нужно? Для того, чтобы у нас появилось как бы некое знание, которое выходит за пределы, на самом деле, этого описания. То есть, если мы поймаем вот этот поток, когда начнем его делать, то у вас начнут появляться знания в голове, которых вы и не знаете, никогда не читали, не понимали раньше. Да? То есть, вот это вот, как бы вот это состояние поточности, связанное со знаниями, мы попробуем в следующий раз уловить. Потому что самое главное благо, которое в свое время Соломон просил у Бога, да, то есть какое? Он сказал, что я хочу, чтобы у меня была мудрость. Да, хотя ему предлагали разные там материальные какие-то аспекты. Поэтому вот та мудрость, которая нам может реализоваться через этот поток благ, давайте мы ее попробуем в следующий раз реализовать. Поэтому просьба к следующему разу, подготовиться просто, что хотя бы почитать вот это описание. То есть оно в интернете есть, его можно посмотреть. Если у кого нету, могу прислать. Если есть вопросы какие-то, давайте обсудим их заранее, чтобы мы были готовы к этому делу. И вот такой коллоквиум в следующий раз проведем.
Но именно коллоквиум не с точки зрения, там, что мы что-то должны, как на экзамене, что-то обязательно ответить, а именно как некий творческий процесс созидания вот этой вот новой информации. То есть поймать вот эти состояния, это такая вот техника работы, одна из техник работы с этими структурами. Когда вы начинаете доносить до другого человека знания, и в этот момент ощущаете, что к вам начинает идти вот этот поток знаний, которые для вас новые и неожиданные. Но они будут связаны с благами, как бы с теми благами, которые к вам могут прийти. То есть своими словами, то есть прочитать и потом своими словами Не надо читать. Просто вы как бы вот задача такая. Есть человек, которому надо что-то рассказать. Да, то есть как бы вы, так как у нас каждому будет дано немножко времени, да, то есть как бы несколько предложений сказать, у нас получится коллективная такая штука. То есть каждый дополняет другого. Один кто-то начал, что-то сказал, следующий еще что-то говорит, еще. Поэтому повторяться нельзя. Каждый раз надо что-то вот добавлять к той картине, которая уже нарисована. Как новый пазл, новый пазл, новый пазл и так далее. Большое спасибо за внимание. Очень приятно с вами пообщаться. Всем спасибо.